Добрый день, друзья! Сегодня пересадка орхидеи Роттердам. Что же в ней такого особенного, что мне хочется показать вам эту пересадку? Ну, во-первых, когда я купила орхидею, дома обнаружила, что это не одна орхидея в горшке, а сразу две. Но не две разных, а есть материнское растение и есть детка на этом материнском растении. Куплена эта орхидея примерно год назад, и у меня никак не получается ее пересадить, потому что она или выпускает цветонос, или доращивает цветонос, или делает и то, и другое. То есть не успел отцвести первый цветонос, сразу вырастает второй. Эта орхидея очень активная цветунья. И когда же найти время для ее пересадки? Вот если орхидея так себя ведет, то и пересаживать, наверное, можно ее в любой момент. Я так делала уже и не раз, но не перестает цвести орхидея. Так можно и годами, и десятилетиями ждать, пока она перестанет цвести. Но пересаживать-то надо. Корней в горшке очень много. Воздушных корней тоже много. И она все время наращивает и листья, и корни, и цветоносы. Все делает одновременно. Поэтому не буду обращать внимание на то, что она собирается опять цвести. Сделаю пересадку. Самое главное при пересадке – не сломать цветонос. И детку отделять не буду. Пусть растут вместе. А уж когда вместе зацветут, это будет, наверное, очень красивое цветение. Надавливаю слегка на горшок, потому что корни очень плотно в горшке растут. Даже приросли к стенкам горшка. Это чувствуется. Но все равно мне удается извлечь ее из горшка. И вот теперь мы видим, что и в горшке есть растущие корни. А грунт очень влагоемкий. В грунте есть и кора, и кокосовые чипсы, и торф. Много всего намешано. Сейчас узнаем, есть ли торф-стакан. Иногда в таком грунте не бывает торф-стакана, а иногда есть и торф-стакан. Нет, торф-стакана нет. Как я это вижу, вот в это отверстие. Не получится показать. Ну, а грунта-то совсем мало. Вот как росла орхидея? Замечательно росла. То есть, наверное, грунт это не самое важное. Меня часто спрашивают, может, попробуем орхидею растить в открытой системе. Я это уже пробовала, но мне не нравится тем, что я привязана к орхидеям, я вообще от них не могу уехать. Я более 2 лет выращивала орхидеи без грунта. Да, они растут, растят корни, цветут, но я все время должна присутствовать рядом с ними, потому что у нас очень жарко, жаркий регион, и чуть ли не каждый день приходится опрыскивать корни и, соответственно, очень часто поливать.
То есть я вообще не могу никуда уехать. Вот сколько могла, грунта убрала. А теперь просто промою под проточной водой. И этот весь мелкий грунт легко под водой вымоется из корней. Как я это делаю? Оставлю ссылку на видео. Смотрите примерно с 13 минуты. Все подробно рассказываю, как я промываю орхидею под проточной водой. Что? Орхидею унесли мыть. Пришла инспекция. Да. Ну ладно. Пока никого нет, я тебя подложу. Юлечка. Вот Юлечка сидит тихонечко и умывается. Сёмсик. Так, Сёма, уходи. Ой, не толкайся. Принесли орхидею. Будем ее укоренять. Ты все-таки решил помогать? Ну тогда не мешай. Так, что же еще сделать? Обрезать сухие части корней. Не могу крутить орхидею, иначе я и сломаю корни, поэтому не все будет видно. Цветоносы ли? Цветоносые корни, вот здесь есть корни. Обрезаю сухие кончики корней. Сухие, какие-то черные кончики. Не дорезаю до живого. Сейчас поверну орхидею. И вот здесь, наверное, будет видно. Вот такие. А, в руках остался. Если не заметила кусочки коры или торфа, но их можно убрать, тоже это сейчас сделаю. И здесь можно заглянуть в глубину, внутрь горшка. Основание чистое, нет черноты. Это оставшийся торф, его можно тоже убрать. Поэтому внутри ничего обрезать не буду, только убираю сухие части корней, а их не так много. Ну вот, наверное, и все. Не видно там. Вот такой корень можно отрезать. Даже вот так. Так, что еще? Я не стараюсь расплести корни орхидеи. Этого делать не нужно. Пусть так и растет, если ей так было удобно.
Если где-то остались кусочки коры, к которым корни приросли очень сильно, тоже не нужно убирать. Все, больше ничего трогать не буду. Так как здесь сразу у меня 2 орхидеи, я выбрала горшок 3,5 литра. Орхидея растет активно. Но постараюсь все возможные воздушные корни направить в горшок. И вот здесь, для того, чтобы направить вот эти 2 корня, так, придется еще раз достать, мне мешает вот этот лист. Я его разорву пополам и сниму с орхидеи. У нее здесь был цветонос, она цвела уже из-под этого листа, так что там будут расти теперь только корни. Вот этот не удастся направить в горшок, а все остальные корни будут находиться в горшке. Всё. Портер. Все. Твои перемещения очень интересны. Здесь лучше наблюдать, да? А то корней тебе не видно, да? Да ты мой золотой. Придерживая орхидею по центру горшка, насыпаю керамзит. Это для того, чтобы керамзит ровно распределился в горшке. Вот такая посадка. Все очень легко и просто. Будем ждать цветения этой орхидеи. Поливать буду в следующий раз, тогда, когда корни станут серебристыми. Я делаю это всегда. И есть плейлист о поливах орхидей. Я там подробно рассказываю о разнообразных поливах. Ссылку оставлю в правом верхнем углу экрана. А цветение этой орхидеи я вам обязательно покажу. До новых встреч, друзья! Увидимся на канале. Увидимся. Да, обязательно. Что ты ругаешься? Сёма забрал твою игрушку и не отдавал? Ну ладно. Деме, дай игрушку. Отдай Деме игрушку. Деме, дай игрушку. Отдай Демке игрушку. Скорей. Скорей, скорей, скорей. Деме, игрушку. Демочке игрушку дай. Демочке игрушку, да? Меня не снимай, я пора. Это Лёва. Не надо так вот перебегать к моим ногам и так далее. Демка. Дема. А, суета. Суета.
Дема, Сема, Юля. Ричи. Ну и Дема, конечно. Вот Демочка. Друзья, если вы досмотрели это видео до конца, продолжаете его смотреть сейчас, значит, вы наши зрители. Значит, вы знаете о наших питомцах, значит, они вам не безразличны. И именно для вас это печальная новость. 1 марта 2023 года в час ночи умер наш кот Демочка. Еще вечером Дема, как всегда, веселился, бегал по квартире, играл, а утром проснулся совсем невеселый. На следующий день мы поехали в клинику, сдали анализы, Демочке назначили лечение, Дему кололи, Деме делали капельницы. А на 5-й день после сдачи анализов нам выдали неутешительный диагноз – онкология. Еще через несколько дней Дема отказался от еды. Мы продолжали его кормить из шприца, из соски. А на 14-й день, после того, как Дема проснулся грустный, Дема умер. Демочка был добрым, душевным и очень ласковым. Память о нем всегда будет в наших сердцах. А его душа всегда будет смотреть на нас с радуги, куда она ушла. Демочка не дожил до 10 лет, совсем немножко. О Деме есть видео. Мы не стали менять видео. Мы поменяли только фотографию перед видео. И написали пояснение.